Каждый год в мире от укусов змей погибает 125 тысяч человек из 5 с лишним миллионов укушенных. Далеко не каждое пресмыкающееся опасно, но контакт с ядовитым животным всегда несет угрозу жизни и здоровью. И не все знают, что делать, если укусила змея. Максимум, о чем известно людям, это об отсасывании яда из ранки. Но достаточно ли этого для оказания первой помощи при укусе змеи? На территории нашей страны распространено большое количество видов различных рептилий. Большинство из них не ядовиты, их укус не опаснее любой другой раны, разве что в нее может попасть инфекция. Однако есть несколько видов змей, которые считаются опасными и с которыми можно столкнуться, путешествуя по странам СНГ. Гадюка обыкновенная, она распространена повсеместно, излюбленное место обитания лесистая и болотистая местность. Укус не смертелен, но весьма болезнен. Гадюка кавказская встречается по всему Кавказу. Укус смертельно опасен. Гурза встречается в южных регионах. На человека первой не нападет, но обязательно укусит, если ее спровоцировать. Крайне опасно. Среднеазиатская кобра – одна из самых опасных змей нашего региона. Обитает в странах Средней Азии, в Индии, Китае. Чрезвычайно ядовита. Щитомордник восточный живет в Преамурье, Индии, Китае. Укус опасен для жизни и весьма болезнен. Эфа-песчаная обитает в Туркмении, Узбекистане, Казахстане. Исключительно ядовита. Большинство змей не агрессивны по отношению к людям, однако, будучи спровоцированными, могут напасть первыми. Рекомендуется во время пребывания в местах, где могут встречаться эти рептилии, быть крайне внимательными, смотреть под ноги, надевать одежду с длинными штанинами и рукавами из плотной ткани. В случае обнаружения животного, обойдите его стороной, так как даже вовремя оказанная первая помощь при укусе змеи далеко не всегда может спасти жизнь. Правила оказания первой помощи при укусе змей. Если вас укусила обыкновенная гадюка, достаточно принять противоаллергические препараты, если у вас есть аллергия на укус. Если вас укусила смертельно опасная змея, тогда вот метод, который позволяет уменьшить поступление яда в организм. В настоящее время ведутся дебаты по поводу того, допустимо ли отсасывать яд ртом. Считается, что спасатель сам может отравиться, если у него во рту имеются микроповреждения. Опыт показывает, что такие случаи исключительно редки и связаны в первую очередь с неправильной техникой отсасывания, слишком долгой задержкой яда во рту. Случайное проглатывание его практически безопасно, так как яды всех рептилий обладают белковой структурой, которая мгновенно разрушается в желудке под действием ферментов и кислоты желудочного сока. Отсасывать яд предпочтительнее резиновой спринцовкой, шприцем, любым вакуумным устройством, однако, в крайнем случае, можно его удалить и ртом, риск для спасателя несоизмеримо ниже, чем опасность для пострадавшего от того, что яд останется в ране. Прежде чем приступить к оказанию первой помощи ребенку или взрослому при укусе змей, его следует уложить и обеспечить полную неподвижность. Сокращения мышц усиливают кровоток в них, и это позволяет яду быстрее всосаться в кровь и оказать свое разрушительное действие. Поэтому на пораженную конечность накладывают шину. Выше раны рекомендуется наложить относительно тугую повязку. Важно, чтобы между ней и кожей проходил один палец. Это перекроет венозный и лимфатический отток и замедлит распространение яда. После отсасывания, которое должно продолжаться в течение 15-20 минут, рану следует обработать антисептиком, не содержащим спирт, и заклеить пластырем или перевязать. Внутри или внутримышечно вводят антигистаминные препараты, а при наличии и гормоны – преднизолон, дексаметазон. Нельзя накладывать кровоостанавливающий жгут из-за нарушения артериального кровоснабжения, некроз тканей в зоне укуса резко усиливается. По той же причине рану не обкладывают льдом. В настоящее время запрещается расширять рану разрезами, рассечение тканей вслепую и в неподходящих условиях может привести к случайному повреждению сосудов или нервов, в результате чего человек может истечь кровью или стать инвалидом, даже если выживет. Каждый пострадавший после укуса змей должен быть максимально быстро доставлен в ближайшее медицинское учреждение, где ему могут ввести противозмеиную сыворотку. Это специальные препараты, блокирующие яд и выводящие его из организма. При правильном оказании медицинской помощи шансы пострадавшего на выживание резко повышаются,
Поэтому не паникуйте, а с трезвой головой начинайте действовать. Если это видео было для вас полезным, не забудьте подписаться и поставить лайк. Спасибо за просмотр.